Может ли человек массой 75 кг поднять и удерживать груз массой 85 кг при помощи неподвижного блока? Масса человека обозначена 75 кг, а масса груза 85 кг. И у нас есть неподвижный блок. Может ли человек с помощью неподвижного блока поднять груз 85 кг, если его собственная масса 75 кг? Сверху какое-то крепление и есть неподвижный блок. С одной стороны груз М груза – это 85 кг. С другой стороны человек весом М человека равно 75 кг пытается поднять этот груз. Рассмотрим, какие силы действуют на этом условии. Итак, определим картину действия сил. Есть неподвижный блок. С одной стороны у него есть груз. Этот груз имеет свой вес. Пишем это P груза. С этой стороны сила F, которая пытается поднять человек этот груз. Масса человека равно 75 кг. P груза, вес груза будет равен M груза умножить на G. При том, когда на неподвижном блоке поднимаем такой груз, сила, вот это натяжение T, должна быть во всяком случае равна этому весу, либо немножко превышать для того, чтобы его поднимать, поднять и удерживать. Итак, T должно быть либо равно, либо больше или равно P груза, для того, чтобы этот груз можно было поднять. А поскольку нить у нас не растяжимая в этом случае, значит натяжение нити в этой точке T тоже должно быть такое, как и здесь. В этом месте T должно быть больше такое, как и здесь. И теперь посмотрим, что собой представляет вес человека. P человека будет равно M человека умножить на G. Давайте сравним эти два показателя. Вот во всяком случае, тогда, если человек должен тянуть веревку с такой силой, T, как и здесь. В этом случае T, для того, чтобы поднять этот груз, должна быть во всяком случае меньше, чем вес человека. Потому что в противном случае человек будет просто подниматься на этой веревке вверх, если T будет больше, чем вес человека. Давайте посмотрим вот эти два неравенства, где с одной стороны T должна быть немножко меньше, чем P человека, с другой стороны T должна быть больше или равно P груза. Посмотрим, как это будет выглядеть. Давайте сравним. Вместо этого значения, вместо T, подставим P человека здесь. Или здесь P человека вот сюда. Поставляем сюда. Получаем P человека должна быть больше, либо равно P груз, для того, чтобы можно было поднять этот груз. Давайте здесь откроем вот эти значения. P человека подставим, P груза подставим. P человека тут вот так более четко напишем. Это буква G. Итак, P человека подставляем сюда M человека, умножить на G. Должна быть больше, либо равно M груза. Подставляем вместо P груза, умножить на G. G мы можем сократить. В этом случае M человека должна быть либо больше или равно. Только в таком условии, когда масса человека больше равна массе груза, может человек поднять этот груз. По условию задано, что М человека равно 75 кг, масса груза 85 кг, значит это условие не может быть выполнено. Человек при таком соотношении и собственной массы груза не может поднять этот груз. В противном случае он просто, если будет тянуть со всей силы конец троса вниз, тогда единственное, что он может просто подниматься вверх по этому тросу вверх, потому что сила натяжения она одинакова с двух сторон. В этом случае она равна весу груза. Естественно, тоже равна весу груза. Вес груза здесь больше, чем вес человека. Ответ: при таких условиях человек не может поднять груз.